Оноре де Бальзак. Братья по оружию. В самом начале царствования короля Генриха, II этого имени, столь сильно любившего прекрасную Диану, еще существовал один обряд, исполнение которого со временем весьма ослабло, а затем и вовсе исчезло, как и бесконечное множество иных благих обычаев старины. Этот прекрасный и благородный обычай заключался в том, что рыцари избирали себе брата по оружию. Признав друг в друге верных и отважных мужей, каждый из этой славной пары связывал себя с другим узами на всю жизнь. Оба становились братьями, один обязан был защищать другого на поле боя от угрожавших ему врагов, а при дворе — от злословящих друзей. В отсутствие своего соратника каждый должен был ответить любому, кто осмелился бы обвинить его названного брата в вероломстве, дурном поступке или темном злодеянии: «Ты лжешь прямо в лицо». И тотчас вызвать обидчика на поединок, настолько один был уверен в чести другого. Не надо и добавлять, что один всегда становился секундантом другого во всех делах, будь то добрых или худых, и что они делили между собой любую долю, и счастливую, и несчастливую. Они были ближе братьев, соединенных лишь случайным капризом природы, ибо их братала связь особого чувства, невольного и взаимного. Именно такое боевое братство породило замечательные характеры, столь же храбрые, как и характеры древних греков, римлян и иных народов. Впрочем, разговор не об этом, история сих событий уже написана историками нашей страны, и всякому она известна. И вот в те времена двое молодых дворян из Турени, один из которых был младшим из рода Майя, а другой, сеньором де Лавальер, стали братьями по оружию в тот самый день, когда заслужили свои шпоры. Они покидали дом господина де Монморанси, где их взрастили на добрых наставлениях этого великого военачальника, и уже успели показать, насколько заразительна доблесть в столь достойном обществе, ибо в битве при Равенне снискали похвалу самых бывалых рыцарей. Именно в самом пылу этого жестокого боя Майя, спасенный вышеупомянутым лавальером, с которым у него до того случалась пара ссор, разглядел, что этот дворянин обладает благородным сердцем. Поскольку оба они получили порезы на камзолах, они окропили свое братство собственной кровью и вместе выхаживались на одной и той же койке под шатром господина де Монморанси, своего покровителя. Следует уведомить вас, что вопреки обычаю его рода, отличавшегося привлекательными лицами, младший из Майя не обладал приятной физиономией и едва ли имел какую-либо красоту, кроме разве что чертовского обаяния. В остальном же он был гибок, словно борзая, широк в плечах и сложен крепко, точно король Пипин, бывший страшным противником. Напротив, сеньор де Лавальер был изящным малым, словно нарочно созданным для пышных кружев, шелковых чулок и плетеных туфель. Его длинные темные локоны были милы, как дамские кудри, и он, говоря короче, казался дитятей, с которым всякая женщина с радостью поиграла бы. Однажды дофина, племянница папы, смеясь, сказала королеве Наварской, не чуждавшейся подобных шуток, что этот паж — пластырь от любой боли, отчего хорошенький туренец густо покраснел, ибо в свои 16 лет принял сей любезный комплимент за упрек. По возвращении из Италии младший из Майя обнаружил, что для него уже готова брачная туфля, которую выхлопотала его мать в лице мадмуазель де Анеба. Она была изящной девицей приятной наружности и весьма обеспеченной, имела великолепный особняк на улице Барбит с прекрасной мебелью и итальянскими картинами, а также владела множеством знатных земель, предназначавшихся ей в наследство. Спустя несколько дней после смерти короля Франциска, события, посеявшего страх в сердце каждого, поскольку его сказанное величество скончался от приступа неаполитанской болезни, и отныне не могло быть никакой уверенности даже в принцессах самого высокого происхождения, вышеназванный Майя был вынужден покинуть двор, чтобы отправиться в Пьемонт для улаживания кое-каких дел великой важности.
Можете быть уверены, что ему крайне не хотелось оставлять свою добрую супругу, столь молодую, столь нежную и резвую, посреди опасностей, искушений, ловушек и западней этого галантного общества, состоявшего из множества красавцев, смелых как орлы, гордых осанкой и столь же падких до женщин, сколь простой люд падок до пасхального окорока. В таком состоянии лютой ревности все повергало его в тревогу, однако после долгих раздумий ему пришла в голову мысль обезопасить себя насчет жены способом, о котором сейчас и будет рассказано. Он пригласил своего верного брата по оружию прийти на рассвете в утро своего отъезда. Едва услышав стук копыт лошади лавальера во дворе, он выскочил из постели, оставив свою милую и прекрасную половину спать тем нежным, грезовым и дремотным сном, который так любят изнеженные дамы и ленивцы. Лавальер вошел к нему, и оба соратника, укрывшись в оконном проеме, обменялись верным рукопожатием, после чего лавальер сразу же сказал Майе: «Я должен был прибыть сюда еще прошлой ночью в ответ на твой призыв», — молвил он, «однако у меня свидание с моей дамой, которая назначила мне встречу. Я никак не мог ее подвести, но покинул ее с первым лучом солнца. Должен ли я сопутствовать тебе?» Я поведал ей о твоем отъезде, и она обещала мне хранить верность, мы заключили уговор. Если же она меня обманет, что ж, друг дороже любовницы. Верный мой брат», — ответил Майя, глубоко тронутый этими словами. «Я хочу просить у тебя еще более великого доказательства твоего храброго сердца. Возьмешь ли ты под свою опеку мою жену? Защитишь ли ее от всех, станешь ли ей вождем, удержишь ли в узде и поручишься ли передо мной за целость моей головы? Ты можешь жить здесь в мое отсутствие, в зеленом покое, и быть кавалером моей жены». Лавальер насупил брови и изрек: «Я не боюсь ни тебя, ни твоей жены, но остерегаюсь злых языков, которые воспользуются этим, чтобы запутать нас, точно шелковые нити». «Не бойся за меня», — ответил Майя, прижимая лавальера к своей груди. «Если на то будет святая воля Всевышнего, чтобы со мной случилось несчастье стать рогоносцем, я буду менее опечален, если это пойдет тебе на пользу. Однако, ей-богу, я умер бы от горя, ибо вся моя жизнь заключена в моей доброй, молодой и добродетельной жене». Сказав это, он отвернул голову, дабы лавальер не приметил слез на его глазах, однако искушенный придворный заметил эти ручьи, взяв Майя за руку, произнес: «Брат, клянусь тебе честью дворянина, что прежде чем кто-либо дотронется пальцем до твоей жены, он ощутит мой кинжал в глубине своих жил. И если я не погибну, по своем возвращении ты найдешь ее невредимой телом, если и не сердцем, ибо помыслы не подвластны дворянам». «Значит, свыше предопределено», — воскликнул Майя, «что я навеки останусь твоим слугой и должником». После сего соратник удалился, дабы не утонуть в слезах, восклицаниях и прочих изъявлениях скорби, коим прибегают дамы, говоря «прощай». Лавальер, проводив его до городских ворот, воротился в особняк, обождал, пока Мари де Анебо поднимется с постели, известил ее об отъезде доброго супруга и предложил себя ее услугам с таким изяществом, что даже самая добродетельная женщина почувствовала бы желание удержать такого рыцаря при себе. Однако не было нужды в этой пышной молитве, дабы наставить сию даму, поскольку она подслушала разговор двух друзей и была глубоко оскорблена сомнениями мужа. Увы, один лишь Бог совершенен. Во всех замыслах человеческих всегда есть дурная сторона, и потому великая наука жизни, пусть и невозможная, заключается в том, чтобы брать всякую вещь, даже простой дрюк, за нужный конец. Причина великой трудности в угождении дамам кроется в том, что в них есть нечто, являющееся больше женщиной, чем они сами, и если бы не почтение, коим мы им обязаны, я употребил бы иное слово. Так вот, никогда не следует будить фантазию этой злосчастной вещи.
Совершенное управление женщиной – задача, способная разбить мужское сердце, и мы вынуждены оставаться в полном подчинении у них. Сие, как мне кажется, лучший способ разрешить самую мучительную загадку брака. Между тем Мари де Анебо была в восторге от осанки и предложений этого галантного кавалера, однако в ее улыбке крылось нечто, указывавшее на лукавую мысль и, говоря без намеков, на намерение поставить своего юного стража между честью и наслаждением. Она вознамерилась так почивать его любовью, окружить такой заботой и преследовать столь пылкими взглядами, чтобы он изменил дружбе ради галантности. Все благоприятствовало исполнению ее замысла благодаря тому общению, которое сеньор де лавальер вынужден был поддерживать с ней во время пребывания в особняке. А поскольку ничто в мире не способно отвратить женщину от ее прихоти, плутовка на каждом шагу была готова уловить его в ловушку. Порой она заставляла его сидеть подле себя у камина до самой полуночи, напевая нежные припевы, и при каждом удобном случае являла свои прекрасные плечи и белые соблазны, коими был полон ее корсет, бросая на него тысячи пронизывающих взглядов, и все это, без тени мысли на лице из тех, что бушевали в ее мозгу. Порой она гуляла с ним по утрам в саду особняка, тяжело опираясь на его руку, прижимаясь, вздыхая и заставляя его завязывать шнурки ее изящных туфелек, которые развязывались именно во время этих прогулок. Затем в ход шли те нежные речи и уловки, которые дамы знают столь хорошо, и мелкие заботы о госте. Она заходила проверить, удобно ли ему, хорошо ли убрана постель, чиста ли комната, свеж ли воздух, не дует ли ночью, не слепит ли солнце днем, и просила его не отказываться ни от одной из своих привычек, приговаривая: «Привыкли ли вы принимать что-либо поутру в постели, мед, молоко или пряности? Удобно ли вам время трапезы? Я подстрою свое под ваши, только скажите. Вы стесняетесь меня попросить? Ну же!» Она сопровождала эти ласковые заботы сотней жеманных речей. К примеру, входя в комнату, она говорила: «Я мешаю вам, прогоните меня. Вы хотите остаться одни, я уйду». И ее всегда любезно просили остаться. При этом хитрая госпожа всегда приходила в легком наряде, являя взору образчики своей красоты, от которых заржал бы и патриарх, будь он изнурен временем не меньше Мафусаила с его 960 годами. Доблестный рыцарь, будучи парнем-непромахом, позволял даме продолжать ее происки, вполне довольный тем, что она занята им, ведь это уже было успехом. Однако, как верный брат, он всякий раз напоминал даме об ее отсутствующем супруге. И вот однажды вечером, день выдался весьма жарким, лавальер, разгадав игры дамы, сказал ей, что Майя глубоко любит ее, что в его лице она имеет человека чести, дворянина, который без ума от нее и весьма ревниво относится к своей супружеской короне. «А чего же, если он столь ревнив, он приставил вас ко мне? Разве это не было самым разумным поступком?» Ответил он. «Разве не следовало доверить вас защитнику вашей добродетели? Не то чтобы она нуждалась в защите, разве что от дурных людей». «Значит, вы мой страж?» — спросила она. «Я горжусь этим», — воскликнул лавальер. «Ах!» — молвила она. Он сделал весьма дурной выбор. За этим замечанием последовал столь сладострастный взгляд, что верный брат по оружию в знак упрека напустил на себя суровый вид и оставил прекрасную даму одну, крайне уязвленную этим отказом начать любовное состязание. Она погрузилась в глубокое раздумье и принялась искать истинную причину неудачи, ибо ни одной даме невозможно было вообразить, будто дворянин способен пренебречь той безделицей, которая имеет столь высокую цену и великую ценность. И вот эти мысли складывались и соединялись так ладно, одна к другой, что из мелких кусочков она составила цельную картину и обнаружила, что без памяти влюблена.
сие должно научить дам никогда не играть с мужским оружием, ибо оно, точно клей, всегда липнет к пальцам. Таким образом, Мари де Анебо пришла к выводу, который следовало бы знать с самого начала, а именно, чтобы избегать ее сетей, благородный рыцарь должен быть увлечен какой-то другой дамой. Оглядевшись вокруг, дабы понять, где ее юный гость мог найти игольницу по своему вкусу, она подумала о прекрасной Лемей, одной из фрейлин королевы Екатерины, о госпожах де Невер, де Эстри и де Жак, которые были известными подругами лавальера. Из них двоих он наверняка безумно любил кого-то одного. От этой мысли к прочим причинам, подталкивавшим ее соблазнить своего Агуса, добавилась еще и ревность. А ведь ей хотелось не ранить его, но умастить, целовать в голову и ласкать. Она заведомо была красивее, моложе, аппетитнее и нежнее своих соперниц, по крайней мере, таково было приятное решение ее воображения. И вот, подстрекаемая струнами и пружинами совести, а также телесными причинами, влияющими на женщин, она вернулась к приступу, дабы начать новую осаду сердца кавалера, ибо дама любит то, что хорошо укрепленно. Тогда она принялась притворяться кошечкой, прижималась к нему, становилась столь сладостно обходительной и ластилась так нежно, что в один из вечеров, когда она пребывала в якобы подавленном состоянии, хотя в глубине души ей было весьма весело, брату-стражу пришлось спросить ее: «Что с вами?» На что она ответила с мечтательным видом, а он слушал ее, точно самую сладкую музыку. «Я вышла за Майи против воли сердца и оттого очень несчастна. Я не знаю сладости любви, муж совершенно не понимает меня, и вся моя жизнь полна слез. На самом деле я осталась девой и сердцем, и телом, поскольку в браке изведала лишь нечто прямо противоположное наслаждению». И она добавила, что сей святой союз наверняка должен быть полон сластей и любовных лакомств, ведь все дамы так рвутся в него, ненавидят своих соперниц и завидуют тем, кто их перекупит, ибо иным это обходится довольно дорого. Она призналась, что сгорает от такого любопытства, что за один единственный день или ночь любви отдала бы всю жизнь и всегда повиновалась бы своему возлюбленному без единого ропота. Однако тот, с кем она более всего на свете хотела бы изведать сие изведанное, не желает ее слушать, а между тем тайну их любви можно было бы хранить вечно, настолько велико доверие к нему ее мужа. И, наконец, если он и впредь будет отвечать отказом, это убьет ее. И все эти иносказания из давней песни, известной дамам от самого рождения, произносились с тысячи оговорок, прервались вырванными из самого сердца вздохами, украшались трепетом, призывами к небесам, возведенными кверху глазами, внезапными румянами и заламыванием рук. В этом блюде не хватало ни единого приторного приправы, а под всеми этими словами крылось жгучее желание, скрашивавшее даже сами изъяны. Добродетельный рыцарь упал к ногам дамы и со слезами на глазах принялся целовать ее стопы, и вы можете быть уверены, что благородная женщина с большим удовольствием позволяла ему целовать их. Не слишком присматриваясь к тому, что делает, она даже вверила ему свое платье, прекрасно зная, чтобы оно не мело землю, его нужно приподнять снизу. Но было написано народу, что в тот вечер она останется добродетельной, ибо красавец-лавальер изрек с отчаянием: «Ах, сударыня, я несчастнейший человек и подлец». «Вовсе нет», — молвила она. «Увы, радость любить вас мне недоступна». «А чего же?» — спросила она. «Я не смею признаться вам в своем положении». «Неужто все так дурно?» «Ах, вы устыдитесь меня». «Говорите, я закрою лицо руками». И хитрая госпожа закрыла лицо так, что могла смотреть на своего возлюбленного сквозь пальцы. «Увы», — молвил он. «В тот вечер, когда вы обратились ко мне с такими милостивыми словами, я воспылал столь изменническим огнем, что, не ведая о близком счастье и не смея признаться вам в своей страсти, побежал в публичный дом,
куда ходят все дворяне. И там, из любви к вам и ради спасения чести моего брата, чью голову я посчитал бы зазорным опозорить, я заразился столь тяжко, что нахожусь в великой опасности умереть от неаполитанской болезни». Дама, объятая ужасом, испустила вопль роженицы и с великим волнением оттолкнула его легким жестом. Бедный лавальер, находясь в столь жалком состоянии, вышел из покоя, но не успел он дойти даже до дверных гобеленов, как Мари де Анеба снова уставилась на него, говоря себе: «Ах, какова жалость!». Затем она впала в глубокую кручину, жалея про себя этого дворянина, и воспылала к нему еще больше любовью, поскольку он стал для нее трижды запретным плодом. «Не будь Майя», — молвила она ему в один из вечеров, когда он показался ей красивее обычного, «я с радостью приняла бы вашу болезнь. Тогда бы мы вместе делили одни и те же страхи». «Я люблю вас слишком сильно», — ответил брат, чтобы поступить нечестиво. И он покинул ее, дабы отправиться к своей прекрасной Лемей. Вы можете вообразить, что, будучи не в силах отказаться от горячих взглядов дамы за трапезой и по вечерам, он лишь подбрасывал дров в огонь, согревавший их обоих, однако ей приходилось жить, не прикасаясь к своему кавалеру иначе как взором. Будучи таким образом занята, Мари де Анеба оказалась защищена со всех сторон от придворных галантов, ибо нет узов более непреодолимых, чем узы любви, и нет лучшего стража. Любовь подобна дьяволу, того, кого она схватила, она окружает пламенем. В один из вечеров лавальер, проведя жену своего друга на бал, данный королевой Екатериной, танцевал с прекрасной Лемей, в которую был безумно влюблен. В те времена рыцари вели свои любовные дела отважно, по двое, а то и целыми отрядами. И вот все дамы завидовали Лемей, которая как раз помышляла сдаться красавцу-лавальеру. Перед тем, как занять место в кадриле, она назначила ему самое сладостное свидание на завтрашний день во время охоты. Наша великая королева Екатерина, которая из политических соображений раздувала эту любовь и подстрекала влюбленных, подобно тому, как булочники кочергой разжигают огонь в печи, взглянула на все эти милые пары, сплетенные в кадриле, и молвила своему супругу: «Когда они сражаются здесь, разве могут они плести заговоры против вас, а? А как же протестанты? Ба! Привлеките и их сюда», — смеясь, ответила она. «Вы только взгляните на лавальера, которого подозревают в гугенотстве. Его обращает в веру моя милая малышка Лемей, которая весьма недурно ведет свою игру для 16-летней девицы. Скоро ее имя окажется в списке его побед». «Ах, сударыня!» «Не верьте сему», — вмешалась Мари де Анеба, «он губит себя той самой неаполитанской болезнью, которая сделала вас королевой». При этом простодушном признании Екатерина, прекрасная Диана и король, сидевшие рядом, зашлись от смеха, и новость тотчас облетела всю залу. Сие навлекло на лавальера бесконечный позор и насмешки. Бедный дворянин, на которого все указывали пальцем, вскоре пожалел, что находится в собственной шкуре, ибо Лемей, которую соперники не замедлили со смехом предостеречь об опасности, казалось, отпрянул от своего возлюбленного, настолько стремительным было распространение и настолько жестоким страх перед этой скверной немощью. Таким образом лавальер оказался покинут всеми, точно прокаженный. Король позволил себе оскорбительное замечание, и благородный рыцарь покинул бальную залу, а вслед за ним последовала бедная Мари, пребывавшая в отчаянии от сказанных ею слов. Она сокрушила любимого человека во всех отношениях, уничтожила его честь и сломала ему жизнь, поскольку лекари и мэтры хирургии утверждали как несомненный факт, что люди, пораженные этой любовной немощью, теряют из-за нее свою наибольшую привлекательность, а также производительную силу, и даже кости их чернеют. Оттого ни одна женщина не согласилась бы связать себя законным браком с самым прекрасным дворянином в королевстве, будь он хотя бы заподозрен в том, что принадлежит к числу тех, кого мэтр Франсуа Рабле именовал своими весьма драгоценными шелудивыми.
Поскольку красивый рыцарь был весьма молчалив и мрачен, его спутница сказала ему по дороге домой из дома Геркулеса, где проходило празднество: «Мой дорогой сеньор, я причинила вам великое зло». «Ах, сударыня», — ответил лавальер, — «моя рана излечима, но в какое положение попали вы сами? Вам не следовало знать об опасности моей любви». «Ах», — молвила она, — «теперь я уверена, что вы всегда будете принадлежать только мне. В обмен на сие великое бесчестие и позор я навеки стану вашей подругой, вашей хозяйкой и вашей возлюбленной, более того, вашей служанкой. Я твердо решила посвятить себя вам и изгладить следы этого позора, излечить вас своей заботой и стражей. И если знатоки в этих делах объявят, что болезнь овладела вами настолько, что убьет вас, подобно нашему почившему государю, я все равно должна быть подле вас, дабы славно умереть, скончавшись от вашей же немощи. Но даже тогда, — сказала она, плача, — сие не будет достаточным покаянием, дабы искупить тот вред, что я вам причинила». Эти слова сопровождались обильными слезами, ее добродетельное сердце изнемогло, и она упала на землю без сил. Испуганный лавальер подхватил ее и положил руку ей на сердце, ниже груди несравненной красоты. Дама ожила от тепла этой милой руки, изведав столь изысканное наслаждение, что едва снова не лишилась чувств. «Увы», — молвила она, — «сия украдкой сделанная и поверхностная ласка станет отныне единственной радостью нашей любви. Но и она в 100 крат лучше тех утех, которые, как мнит бедный Майя, он мне дарует. Оставьте вашу руку там», — просила она, — «право же, она лежит на моей душе и касается ее». При этих словах рыцарь оказался в жалком положении и простодушно признался даме, что испытывает от всего прикосновения такое наслаждение, от которого боли его недуга лишь усиливаются, и смерть предпочтительнее подобного мученичества. «Так умрем же», — воскликнула она. Однако носилки стояли во дворе особняка, а под рукой не было средств для ухода из жизни, и потому они уснули вдали друг от друга, глубоко удрученные любовью. Лавальер потерял свою прекрасную Лемей, а Мари де Анеба обрела небывалые радости. Из-за этого совсем не непредвиденного обстоятельства лавальер оказался под запретом любви и брака и более не смел появляться на людях. Он понял, во что обходится охрана женской добродетели. Однако чем больше чести и доблести он проявлял, тем больше удовольствия находил в этих великих жертвах, принесенных на алтарь братства. Тем не менее его долг в последние дни этой стражи стал весьма горьким, щекотливым и несносным для исполнения. И вот почему. Признание в любви, которую она считала взаимной, причиненное ею вред своему кавалеру и опыт изведанного неведомого наслаждения ободрили прекрасную Мари. Она предалась платонической любви, слегка приправленной теми мелкими уступками, в которых нет никакой опасности. Отсюда возникли дьявольские радости забавы, придуманные дамами, которые со времен кончины Франциска I страшили заразы, но желали ублажать своих возлюбленных. И этим жестоким утехам, дабы надлежащим образом сыграть свою роль, лавальер не мог отказать в одобрении. Так каждый вечер печальная Мари привязывала гостя к своим юбкам, держа его за руку, целуя и одаряя пламенными взглядами, прижавшись щекой к его щеке, и во время этих добродетельных объятий, в которых рыцарь удерживался точно дьявол крапилом святой водой, она поведала ему о своей великой любви, которая была безгранична, поскольку простиралась через бесконечные пространства неутоленного желания. Весь тот огонь, которым дамы наделяют свои телесные утехи, когда ночь не имеет иного света, кроме их глаз, она перенесла в мистические движения своей головы, в ликование своей души и в экстазы своего сердца.
Затем, совершенно естественно и с восхитительной радостью двух ангелов, соединенных лишь помыслами, они принялись напевать вместе те сладкие летании, что повторяли влюбленные того времени во славу любви, гимны, которые аббат Телем Эпофразово спас от забвения, высекая их на стенах своего аббатства, расположенного, по словам мэтра Алкафрибаса, в нашей туренской земле Шинон, где я видел их на латыни и перевел на пользу христианам. «Увы», — говорила Мари де Анеба. «Ты моя сила и моя жизнь, моя радость и мое сокровище». «А вы», — отвечал он, — «вы жемчужина, вы ангел. Ты мой серафим. Вы моя душа. Ты мой Бог. Вы моя вечерняя и утренняя звезда, моя честь, моя красота, моя вселенная. Ты мой великий, мой божественный повелитель. Вы моя слава, моя вера, моя религия. Ты мой нежный, мой красивый, мой храбрый, мой дорогой, мой кавалер, мой защитник, мой король, моя любовь. Вы моя фея, цветок моих дней, сон моих ночей. Ты моя мысль в каждое мгновение. Вы отрада моих глаз. Ты голос моей души. Вы мой свет днем. Ты мой отблеск ночью. Вы самая любимая среди женщин. Ты самый обожаемый из мужчин. Вы моя кровь, мое второе «я», лучшее, чем я сам. Ты мое сердце, мой блеск. Вы моя святая, моя единственная радость. Я уступаю тебе пальму первенства в любви, и как бы велика ни была моя, я верю, что ты любишь меня еще сильнее, ибо ты господин. Нет, пальма первенства ваша, моя богиня, моя Дева Мария. Нет, я твоя служанка, твоя раба, ничтожество, которое ты можешь стереть в порошок. Нет, нет. Сие я ваш раб, ваш верный паж, которого вы видите словно дуновение воздуха, по которому можете ступать, точно по ковру. Мое сердце — ваш престол. Нет, дорогой мой, ибо твой голос преображает меня. Ваш взгляд сжигает меня. Я вижу лишь тебя. Я люблю лишь вас. Положи свою руку мне на сердце, только руку, и ты увидишь, как я побледнею, когда моя кровь переймет твое тепло. Затем во время этих борений их глаза, и без того горящие, вспыхивали еще ярче, и благородный рыцарь становился невольным сообщником того наслаждения, которое Мари де Анеба находила в ощущении его руки на своем сердце. И вот, поскольку в этих легких объятиях напрягались все их силы, сжигались все желания и сгущались все помыслы о любви, случилось так, что восторг рыцаря достиг высшего предела. Их глаза проливали горячие слезы, они хватались друг за друга крепко и истово, точно огонь за деревянные дома, однако тем все и ограничилось. Лавальер обещал вернуть своему другу в целости и сохранности только тело, но не сердце. Когда Майя известила о своем возвращении, сие было как нельзя кстати, ибо никакая добродетель не устояла бы на этой раскаленной жаровне, и чем меньше свободы было у влюбленных, тем больше радости они находили в своих фантазиях. Покинув Мари де Анеба, верный соратник отправился навстречу другу до самого Бонди, дабы помочь ему пройти через лес без происшествий, и оба брата уснули на одной койке, по древнему обычаю, в деревне Бонди. Там, в постели, они поведали друг другу один о приключениях своего пути, другой о лагерных молвах, историях галантности и прочем. Однако первым вопросом Майи был вопрос о Мари де Анеба, о которой лавальер поклялся, что она невредима в том драгоценном месте, где покоится честь мужей, чему влюбленный Майя чрезвычайно обрадовался. На следующий день они снова соединились все втроем, к великой досаде Мари, которая с высоты женской мудрости окатывала доброго супруга пышным ласканием, однако пальцем простодушно указывала лавальеру на свое сердце, словно говоря: «Сие принадлежит тебе».
За ужином лавальер объявил о своем отбытии на войну. Майя был глубоко опечален этим шеням и восхотел сопровождать своего брата, однако лавальер напрочь отказал ему. «Сударыня», — молвил он Мари де Анеба, — «я люблю вас больше жизни, но не больше чести». Он побледнел, говоря это, а госпожа де Майя поблакла, слушая его, ибо никогда во всех их любовных забавах не было столько истинной любви, сколько в этой речи. Майя настоял на том, чтобы проводить друга до самого Мо. Вернувшись, он разбирал с женой неведомые причины и тайные поводы этого отъезда, когда Мари, разгадавшая печаль бедного лавальера, молвила: «Я знаю, ему стыдно оставаться здесь, поскольку у него неаполитанская болезнь». «У него?» — изумился Майя. «Я видел его, когда мы спали в одной постели в Бонде на днях, и вчера в Мо. У него нет ничего подобного, он здоров как бык». Дама залилась слезами, восхищаясь этой великой верностью, возвышенной покорностью своей клятве и крайними муками этой внутренней страсти. Однако, поскольку она продолжала хранить свою любовь в глубинах сердца, она скончалась, когда лавальер пал под Метцем, как о том рассказал в своих судах и пересудах мессир Бурдье де Брантом.